Всем привет! Продолжаем вместе с вами большое путешествие из Москвы в Ярославскую и Тверскую область. Это уже третья часть моего путешествия. В прошлых выпусках мы с вами побывали в городах Углич и Рыбинск. А сегодня у нас на очереди единственный в мире город, символом которого является мышь. И это город Мышкин. Расскажу, почему маленький городок назван в честь мыши. Что она такого сделала, чтобы удостоиться такой чести. Сегодня нас ждет большое количество интересных историй и многое другое. Поехали! Друзья, город Рыбинск остался позади. Впереди город Мышкин. Дождь меня преследует всю дорогу, всю мою поездку. Есть городская легенда о том, как маленькая полевая мышь спасла князя от укуса змеи. В честь этого спасения была построена часовня, а вокруг часовни возник город, который впоследствии стал называться Мышкин. Я подъезжаю к парому. Мне осталось минут 10, наверное, может меньше даже. Паром ходит раз в час, насколько я знаю. Ох ты, какие булыжники. Березовая аллея. Через 600 метров паромная переправа. О, 600 метров осталось. Деревня Коровина закончилась. Время 11:30. А, вот переправа вот сюда, значит. Надеюсь, я вовремя. Не нужно будет мне час ждать. Нет, наверное, не вовремя. Скорее всего, Паромная переправа. я не успел немного. Не успел, буквально 2 минуты не успел. Так, объявление. Добавляются рейсы 20 в 20:30. А, вот есть отправление. Можно посмотреть расписание. Так, от Коровина 10:30, 11:30. Тут же тарифы на перевозку. Запоминайте, скриншоты делайте, кому нужно. А время 11:30. В 12:30. А, час ждать. Час. Я в предвкушении от города. Кстати, не так много машин-то заехало на паром. Это у нас река Волга. Красота. На центре, я так понимаю, вот там. Нужно будет... Паром, наверное, на ту сторону причаливает. И едем в центр туда. Хотя нет. Вон там, скорее всего, причаливает паром. Даже солнышко вышло. Реально красиво, очень красиво. Сегодня на улице градусов 17. Сегодня переночевал я в Рыбинске. Кстати, кто не посмотрел город Рыбинск, посмотрите. Рыбинск у меня был вторая часть видео из моего путешествия. Мышкин уже третья. Сегодня же хочу еще доехать до Колязина. Так что день у меня сегодня насыщенный будет.
Вот я и переправился на пароме в город Мышкин. Машину поставил возле магазина «Пятерочки» и сразу решил отправиться пешком. Городок маленький, поэтому будем ходить. Так, сколько я ехал? 15 минут на пароме. А вообще из города, ну я буду говорить из Москвы. Из Москвы до города можно добраться на поезде до станции Волга, а далее на автобусе. Либо уже на личном транспорте, как я. Вот уже начинается милота. Мышка, кузница, подковы висят так. Смотрите, 3 штучки. Топор. Все, начались достопримечательности, можно сказать. Купеческая усадьба Махаев двор. Тут вообще все завязано на мыши. Поэтому город туристический и живет за счет туристов. Видите, везде мышка. Везде, где можно. А тут кошки есть. Вообще, статус города Мышкин получил в 1777 году. Он был известен своими гончарами и кузнецами. Ну а жители еще и занимались земледелием. Выращивали лен, злаки. И к 19 веку здесь стояли заводы, которые производили пиво, вино, водку, кирпич. Посмотрите, какой дом. Кстати, вот еще что примечательно. На каждом доме есть вот такой, ну, табличка есть. Так, дом построен в начале 19 века купцами Сицковыми или Сицковыми. Им владели потом многие люди, а в их числе мещане Крылова. Из чьей среды вышел известный церковный писатель Аполлинарий Крылов. Музей Махаев двор или время купеческое. Выставка мышкинских уличных фонарей и тротуарных тумб. Вот они, фонари и тумбы. Есть, конечно, вот такие убитые домики. Но здесь Мышкин это, наверное, такое провинциальный городок. Как интересно дом поставлен, смотрите. Я же иду вверх. Дом даже аж накренился налево. Давайте осмотримся. 26-й. Ух ты, там часы какие. Салон-галерея. В общем, нам сегодня ходить не исходить. Ну, вернее, мне. Вот тоже дом купцов Цыпленковых. Построен в конце 18 века. Старейший бревенчатый дом города. Но по нему видно, что он старейший. Окна заколочены. И походу там все уж совсем плохо в этом доме. Это он настолько просел туда. Да, говорю, он накренился и просел еще. Кругом одна старина. 18-19 век. Музей под открытым небом. Представьте, вы такие сидите там, чаек попиваете, поглядываете во двор, что там происходит. Так, а это дом купцов Литвиновых, городская модель творчества славных плотников Сицкарей. И там тоже, видите, это все реально музей. Служебный вход в музей. Музей за музеем. А, это же музей водочника Смирнова. Все вы знаете Смирнова, слышали. Возможно, даже кто-то из вас
Водочку пил Смирнов. Помните, мы с вами гуляли по Угличу? Там тоже есть музей водки. Ну и, конечно же, музей не может быть без знаменитого бренда Смирнов, который, кстати, родился в Мышкинском уезде, тогда еще Ярославской губернии. Прикольно, мне уже нравится. Мне реально нравится. Что такое? Такое интересное строение. Я себе сделал пометки по номерам домов, чтобы ничего не пропустить. Поэтому буду ориентироваться по ним. Это музей мыши. Да, это музей мыши. Ух, я прям по дороге хожу. Что-то вообще забылся. И Никитский сквер. Сразу же рядышком. Давайте поднимемся. Вот такой небольшой Никитский сквер. Музей мыши основан в 1990 году. Осторожно, Мышкин. А это музей, по-моему, лоцманов должен быть. Да, точно. Это музей лоцманов. Вы посмотрите на наличники. Вот эти рамы оконные, как все сделано. А кстати, вот здесь, можно читать просто таблички. Вообще сегодня мне должно быть легко. Просто читай таблички и вам озвучивает. Музей провинциального печатного издательского дела. В общем, «Волжские зори» называется. Вот она, редакция газеты «Волжские зори». И здесь музей печатного дела города Мышкин. Здесь можно посмотреть выставку радиоприемников, телевизоров, старых телефонов. Никольская часовня и Никольский собор. Вот это большой. В общем, я сейчас планирую дойти до конца улицы пешочком. Потом вернусь к машине и поднимусь туда выше. И там еще проедем, посмотрим. С той стороны река Волга. Это уже современное здание. И заметили, что от воды, от реки, как бы городок идет вверх. Мышкин. Вот. Здесь, кстати, большой плакат, где отображены все адреса известных домов мещан, купцов. Вот здесь можно посмотреть. Так, мы где с вами находимся? Я на Угличской нахожусь, улице. Ага. Ну, в общем, да, много здесь достаточно достопримечательностей. Сувениры, гостевой дом, автошкола. Ох, какой особняк. Пойдемте почитаем. Так, реально, тут надо быть осторожным, потому что хочется ходить везде пешком. И по дорогам тоже хочется ходить, не обращая внимания на автомобили. Потому что глаза разбегаются. Дом дворянского собрания. Конец 18 века. Земская уездная управа. Здесь больше 20 лет работал известный земской деятель Тютчев. Вот, я эти дома хотел вам показать, два. Так. Потом, кстати, да, я вернусь с той стороны, и мы еще раз их посмотрим.
А земская управа была построена в 1840, если точнее, и 1860-е года. А знаете, это чей дом? Это дом купцов Столбовых. Это два дома, посередине арка, а построен он в 19 веке. Вернее, даже в конце 19 века. И посередине их разделяет, видите, вон там арочка кирпичная. На первых этажах были магазины, а на втором они проживали. Тот, что слева дом, там сейчас дом творчества, по-моему, детского. А вот в этом прокуратура. Волга. Вот здесь автобусная остановка. Ветер задувает, надеюсь, дождя не будет. Пока ехал, шел дождь. Пока ждал, паром приедет, сколько, час постояли. Дождя тоже не было, надеюсь, и не будет. Здесь еще читал, что производят валенки. А также недалеко от города находится нефтеперерабатывающая станция. Как чайки орут, они хуже ворон. Слушайте, как они горланят. Реально они орут. К этому дворцу мы тоже с вами подойдем, только с другой стороны. Вернемся. Ресторан, боулинг, Мышкин. Мышкин, гостиница. Работает до 23:00. А, 24 часа. Я же думал, до 23:00 работает. Как это так? Даже тут мышка, видите, такая надувная. Вкусности, чай, кофе, сувениры. Техническая конопля, масло, травы, косметика. Все, что душе угодно. Вот там, наверное, туристические группы ходят. Не видел, что теплоход причаливал, но, говорят, уже с апреля начал ходить. О, давайте сюда спустимся, посмотрим. Солнечные часы. Солнца же, конечно, нет, поэтому время узнать невозможно. Торговые ряды современные, но никого нет. Наверное, все-таки еще сезон не начался, такой прям такой уж туристический. Ездят, но немного, наверное. Видите, пусто, никого нет. Летом, скорее всего, здесь отбоя от посетителей нет, ну и от продавцов тоже. Ветер тут, конечно, очень сильный. Копченая рыба. Рыбку можно приобрести. Рыба прям с Волги. Вон мужик ловит, потом закоптит и продаст. Слушайте, а это, по-моему, это не дом ли Чистовых стоит большой вот этот? По-моему, их. А вот здесь должна быть кузница. Это вообще вся территория Чистовых. Да, скорее всего, это он и есть, его территория. А вот этот деревянный дом, снизу каменный, это, по-моему, мельница. Вообще Чистов был самым богатым в городе Мышкин. Ему принадлежала мельница, тоже самая большая в городе. А всего мельниц было 3 штуки в городе. И у него самая огромная. Да, точно, вот она, это мельница. Пойдемте зайдем во двор. Как я так чуть не прошел мимо. Отвлекся, потому что на набережную туда пошел.
Ох, тут бабушек сколько. Да. Здесь прожило несколько поколений мышкинских мельников. Можно туда подняться. Мышки он сыр точат. А, смотрите, сыр в мышеловке. И она, походу, его сломала, чтобы достать кусочек сыра. И вот эта мельница и есть. Молодой человек нам рассказывает. Да, и вот табличка, видите, мельница купцов Чистовых, 19 век. Слушайте, променада прям до набережной, ну, набережная идет прям туда-туда, далеко-далеко-далеко. Я туда не пойду, потому что, ну, смысла нет идти вдоль реки, что вы реку, что ли, не видели. А вот домики все, мельницы, мы с вами посмотрим. То есть вот это самая большая мельница. А какие же были маленькие тогда? Насколько они были меньше? Здесь очень ветрено. Прям открытая местность. Пока, честно говоря, мне нравится. Вот город я бы сравнил, наверное, с Угличем. Там тоже приятно гулять по старинным улицам. Тем более там сейчас сделают реставрацию. Улицу ремонтируют. И вообще будет красотень. Здесь тоже так же приятно гулять. Угу. Так. Дом Чистовых у нас налево. А мы давайте пойдем направо пойдем. Сначала здесь походим. Смотрите, нам сквер сделали. Прям такой современный. Детская площадка. Никольский, 22. Духовная семья, которой принадлежала старица Ксения Красавина. Это дом купцов Свешниковых. В нем еще до революции горел электрический свет. До революции. Это самый, наверное, крутой дом был в городе, где было электричество. Круто. А вообще Свешников был купцом второй гильдии. И занимался он мануфактурой. Ребят, я иду по улице Никольской. Если вдруг кто-то захочет повторить маршрут. Ну, в принципе, тут не заблудиться. Вот, выходишь, идешь по улице и читаешь. Дом дворян Сорокиных. Дворяне бедные, но гордые и старательные на городской службе. Дом-то хорошо, смотрите, как сохранился. Ну, наверное, его поддерживают просто в таком хорошем состоянии. Молодцы. Ставлю 5. А вот здесь запущенный. Мельница купцов Щебарковских. Здесь был первый в городе локомобиль. Вот и ответ на мой вопрос, да? Как выглядели мельницы, которые были меньше по размеру. Ну, я бы не сказал, что это меньше. Она еще и каменная, мне кажется, даже и дороже, чем деревянная. Лавка рыбака, сувениры. Так, это какой адрес у нас? Гончар-купец. А, Гончар-кузнец написано. В этом доме располагался спортивный клуб «Гладиатор».
созданы в 1918 году, представляете? Русским футболистом Бутусовым. Я, к сожалению, не знаю, кто такой Бутусов, я не футболист и не увлекаюсь. Вот такой музей живых ремесел. Ну, конечно же, без мыши. Куда без мыши? Смотрите, на дерево, вот этот, как не знаю, остаток от дерева, да, тоже похож чем-то на мышь. Посмотрите на мордочку, есть глаз, уши. Сравните. Похоже? Реально похоже. Вот. Голова, глаза, уши. Гончар. Никольская, 27. Такой старенький. Старенький домик. Ох. Часовня какая-то. А, это часовня Георгия Победоносца. Ротонда. Вот эту ротонду поставили в 2014 году. Дальше будет еще вокзал графа Шереметьева. Раз. Слушайте, эхо какое. Раз, раз. Всем привет. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Раз, раз. Заметили, да? Я стою здесь, ну, не в круге. Эха нет. И чем ближе подхожу к кругу, тем больше эхо. Ребят, с вас лайк. Прикольно. Детям должно понравиться здесь. Музей «Маленький город». В Великой войне. Музей тружеников тыла это. Этим домом заканчивалась узкоколейная графская дорога, идущая из Юхотских лесов. Я прочитал информацию, покопался. И на самом деле здесь-то вокзала никакого не было. Предполагается, что этот дом сюда переместили с деревни Угольники, где якобы была угольная дорога, ну не угольная, вернее, а узкоколейная дорога, которая принадлежала Шереметьевым. А дом там этот был вокзалом. Но подтверждение тому, что узкоколейная дорога была и что это был вокзалом, нет. Поэтому вот так. Посмотрите на этот домик. Это дом священников Порецких. А почему таблички нет? А я вот нашел информацию, кому он принадлежал. И вот это, наверное, 33-й дом. Да, 33-й. Это дом Томпсона. Он в Санкт-Петербурге занимался кораблестроением. И в начале 1920 года здесь жил писатель Виталий Бианк. Вот здесь тоже написано. Здесь также еще жил учитель-краевед Салтыков. Давайте двор посмотрим. Вот так выглядит дворик. Люди здесь живут. Представьте. Столько лет дому. Так, давайте-ка я сейчас вернусь на улицу Никольскую, где свернул направо. И пойдем там пройдемся. Потому что в той стороне, по-моему, уже такого ничего примечательного нет. Все, давайте, возвращаюсь. Посмотрите, кто здесь лежит. Иди сюда, куда убежал? Ты тоже убегаешь? Дикий, что ли? Ох ты, они дикие тут. Не буду, ладно, гоняться за ними. Так, вернулся я к перекрестку, где ушел направо. Мельница Чистовых.
Сейчас по левую сторону будет усадьба Чистовых. Зайдем на нее, посмотрим. В городе, вот так смотрю, вроде чисто. Правда, и урн не вижу. Не знаю, где урны стоят. Но пока я их не вижу. Но чисто. Значит, не мусорят. Так, и нам нужен дом. Никольская, 15/2. Я думаю, это вот этот. С правой стороны. Кирпичный. Точно он или нет? Никольская. А где номер дома? Ну, наверное, это он и есть. Да, это он и есть. В общем, это кухмистерская в Виноградовых. Здесь, как вы уже поняли, находился ресторан. Ресторан города Мышкин. И на тот момент это был самый лучший ресторан в городе. Это собор. И слева, вот этот слева, это дом Чистовых. Какой он богатый. Прям очень богатый дом. Справа от меня Успенский собор. Сейчас тоже покажу его. Хочу сначала сюда зайти. Да, представьте двор, да? Мы с вами шли снизу, мельница, то есть я сюда не поднялся. Такой большой прям двор, огромный. Реально домина, огромный особняк. Русские валенки. Какой огромный валенок. Что там внутри? Чей туфля, да? Ух ты, посмотрите. Реально это самый крутой, по-моему, особняк в городе. Пока то, что я видел, это точно самый крутой особняк в городе. Морды львов. Там, наверное, они сидели, чаи гоняли и смотрели. Посмотрите, вид такой открывается. Здесь наверняка ничего не было. Просто смотрели на красивую реку, наслаждались. Работали много. А иначе откуда столько денег? Да, а вот они. Сам, наверное, Чистов старший с женой. Да. Я бумаги с собой нету. Я думал, что бумаги взять. Молодцы. Бумаги каждый год обновляю. Реально. Слушайте, а это часовня же. Да. Это часовня Флора и Лавра. Это домовая часовня семьи Чистовых. И еще про дом не сказал. Этот дом был построен в 1830 году. И вот тот деревянный дом двухэтажный впереди, который, это тоже принадлежал он Чистовым. Как вам территория? Целый квартал занимали. Красиво. Меня впечатлило. Особенно территория. Так, и на той стороне это Успенский собор. Собор был построен в 1820 году.
И, кстати, проектором был итальянский архитектор Манфрини. А деньги же собирались... сейчас, подождите, ребят, секунду. Сейчас забор перелезал. Деньги на строительство собора собирали всем городом. Ну, основную часть выделил купец Замятин. А вообще здесь были раньше торговые ряды. То есть эта церковь, она была центральная в городе. Вокруг торговые ряды. В ту сторону, вот куда я показываю сейчас камеры, тоже были торговые ряды. И собор, он был посередине. В 1929 году собор был закрыт и разграблен. В советские годы вот на этой колокольне находилась водонапорная башня, а внутри собора был склад. 1820 год, еще раз повторю. Мы его потом еще с той стороны посмотрим. Я поеду, покажу еще раз с той стороны только. Огромный собор. Красивый. Самое главное, что сохранился. Видите, использовали не по назначению, но тем не менее он сохранился. Ну, кто-то теперь ходит сюда. Так, мне нужен дом Никольская, 7. Дом мещан Поповых. 12, значит, 7 там дальше идет. Здесь площадь такая. Большая площадь. Тоже, наверное, здесь проводят всякие ярмарки, концерты. Сувенирная лавка. Валенки. Ну, я же сказал, что здесь валенки производят. Поэтому очень много магазинов, где продают валенки. И мы с вами возвращаемся назад, там, где была развилка, где дом с кирпичной аркой, к тому месту. Ну, это, конечно, выбивается здесь. Строение из общей массы, из красоты. Посмотрите, мы спускаемся, а там опять подъем. Церквушка стоит на подъеме, на горочке. Волжский фермер. Обеды, выпечка, кофе. В общем, можно перекусить. А, это Мышкинский районный суд. Так, и я дошел уже до дворца мыши. А вот этот, наверное, дом мещан Поповых справа. Желтенький, видите, бревенчатый. Да, точно, это он и есть. Русский сувенир, антиквариат. Интересно смотрится. Цвет такой необычный для дома. А давайте посмотрим с той стороны. Что мы смотрим? Фасады. Давайте заглянем с другой стороны и посмотрим, как тут дела обстоят. Вот она, жизнь-то где. Самая настоящая, вот здесь жизнь. Знаете, напоминает мне это деревню. Вот в деревнях такой вот, за дом зайдешь, вот такие же стайки, да, там что-то держали люди. Вот так он со двора выглядит. Уже не так примечательно, да? На территории этого дома, смотрю, колодец стоит. Газ проведен зато, смотрите. И дворец Мышкины палаты. Это своего рода, наверное, развлекательный центр такой. Больше для детей, короче. Туристический комплекс города. Здесь, насколько я знаю, работают аниматоры. В общем, если привезти детей сюда, я думаю, они будут в восторге. Смотрится, конечно, красиво. Но, по-моему, к старине это здание вообще отношения не имеет. Ну, смотрится хорошо. Вон они, где настоящие жители города. Чем вот они занимаются? Пока ходил, так присматриваю, что делают люди. На лавочках сидят местные. Давайте посмотрим, что тут.
Что еще делают? Да ничего не делают. Я вот сколько проходил, сидят на лавочке. Ну, в основном, конечно, пенсионеры, но сидят на лавочках. Погода хорошая, что не сидеть? Мост. И никого нет. Пока никого нет. Мост любви, наверное. Видите, сколько замков. А вот эти два дома со двора, как выглядят. Сейчас тоже попробую в арку зайти. С той стороны. Тут еще должен быть трактир «Роза». По-моему, он как раз таки чуть-чуть ниже стоит. Ну, здание трактира «Роза». Ананьевская 3. А мне нужно Ананьевская 1. Вот, впереди. Вот видите, деревянное здание, где парень там с метлой или с чем ходит. В общем, это здание бывшего трактира «Роза». И вот этот дом построен в смирновском стиле. Я залез специально в интернет посмотреть, что это за стиль такой. Сейчас вам зачитаю. Этот стиль появился в Мышкине в конце 19 века. Дома, построенные артелью Павла Смирнова, отличались резными украшениями, а также нередко наличием небольшой башенки. Вот она, видите, башенка белая. И главное, отменным качеством материалов и работы. А сейчас в этом здании галерея авторских кукол. Так, и вот этот дом купцов Столбовых. Какой высокий первый этаж, кирпичный. Дом творчества. А наверху бревенчатый. Очень высокий первый этаж. Это ж сколько там потолки-то? 4 метра, что ли? Ну, видно, что окна вот длинные, прям такие. Точно под 3 метра, не меньше. Здание прокуратуры. Такой же, они прям один в один, близнецы. О, дождь собирается. Я как раз таки возвращаюсь сейчас к машине. Я сейчас выйду опять на улицу Угличская, по которой мы с вами начали свое путешествие, ну, в ту сторону. Еще раз полюбуйтесь домом. Трактир «Роза». Так, кто в этом доме не бывал, тот диковин не видал. Как вам, ребят, городок? Напишите ваши впечатления. В общем, если поедете в Мышкин, я думаю, здесь вам вот один день, а на самом деле часа 3-4, прямо вот за глаза. Чтобы погулять, походить, все посмотреть, пощупать, поесть. И еще, не знаю, еще на что-нибудь хватит время. Очень маленький, но все такое вот. Все рядом, в принципе. Сувениры, сувениры. Хотел уже вернуться к машине, но увидел нос корабля вон того. Это здание Волжские Зори, улица Ленина, 11. Здесь тоже музей во дворе старой техники. Дом дворян Мясищевых, середина 19 века. И здесь такой, ну, не знаю, на музей, конечно, это мало похоже. Но, наверное, это музей. Какой этот автобус интересный. Я даже таких не видел ни разу. Волгарь. Музей уникальной техники. Мышкинский самоход. В общем, кому интересно... Ох ты, там, смотрите, техника старая.
Мотоцикл Урал, военные автомобили. ЗИС, наверное. В общем, кто интересуется техникой, наверное... Ох ты, он еще и длинный, смотрите, какой огромный. Большая территория. Так что адрес я назвал, кому интересно технику посмотреть. Вот сюда. Вам точно сюда. А, и вход у него справа получается, да, с той стороны. Вот вроде как бы уже не центральная улица. И смотрите, состояние домов. А по факту я только вот 100 метров отошел, может 50 даже. Это дом Николая Ионовича Смирнова. Он местный благотворитель. Покажу вам, как эта улица выглядела в 1900 году. Прикреплю фотографию. И сам этот дом, который я показываю, он будет находиться на фотографии за колокольней в конце, с правой стороны. Это улица Либкнехта. Еще выговорить надо. Конечно же, самая основная улица, туристическая, это где вот я пешком шел. Это уже есть такое, знаете, не туристические места, я бы их так назвал. Вот с левой стороны одноэтажный деревянный дом. Это дом купцов Сицковых, или Сицковых, правильно. А с правой стороны парк, Сицковый сад, вернее. Колхоз Приволжье, старый гараж. Тоже старая техника. Музей старый гараж. То есть не один в городе старый гараж. Гостиница. Успенская церковь. Успенская площадь. И 35-й дом, вот с левой стороны, это тоже усадьба Чистовых. Только здесь проживала младшая семья Чистовых. И вот эта усадьба была построена раньше, чем старшей семьи. Усадьба, как вы видите, состоит из главного дома, а по бокам два флигеля. Левый и вон тут маленький справа. Ну, знаете, дом тоже достаточно такой хороший, богатый. Тридцать 37-й дом вот это пивная лавка Шабловского товарищества. Еду медленно, меня все обгоняют, потому что я по сторонам смотрю. Вот с той стороны мы с вами ходили, мостик, площадка. И в этой стороне по факту туристу делать нечего на самом деле. Здесь уже таких вот ярких достопримечательностей нет. А, ну Ленин вот еще, смотрите. Владимир Ильич. Торговая биржа. Разные вкусности, мои документы. А вот обратите внимание, с левой стороны на вот этот домик.
Дом начала 20 века. Яркий образец местного смирновского строительного стиля. Это тот стиль, про который я вам рассказывал. Вот наверху вот этот балкончик, наличники. Вот еще один смирновский стиль. Вот посмотрите, какой домик. Ну это старый уже дом. Никакой таблички. А может быть, наоборот, современный. В плане в 20 веке построен. И не представляет собой никакую ценность. Давайте проедем сейчас до конца уже по улице. И буду возвращаться назад в ту сторону. Посмотрим город с той стороны еще. Не туристический Мышкин покажу вам. По факту все, туристический закончился. Здесь живут уже все. Вот люди, которые живут в этом городе. Ходят по этим улицам. Наверняка часто по той центральной улице они не ходят. Вся жизнь все-таки кипит здесь, в основном. Он одноэтажный, смотрите. Деревянные, кирпичные дома. Стадион большой. Давайте вот сюда свернем. Вот здесь Мышкин без приукрас. Такой, как он есть. Настоящий. Улица все-таки главная, центральная, сделана для привлечения туристов. И это хорошо. Конечно же, это хорошо. Я думаю, любому другому городу нужно поучиться у Мышкина делать бизнес. Делать из города тот город, который привлекает туристов, куда приезжают люди, хотят приезжать люди. Школа местная, ребятишки, наверное, перемена у них. Ну, на самом деле, здесь вот я езжу, город не похож на город, больше похож на какую-то деревню, поселок. Может, там поселок городского типа. Давайте вот здесь еще проедем. Вот дороги. Вот настоящие российские дороги. Так Россия, наверное, выглядит в 50% случаев. Городские дороги, я имею в виду. Вот такая палка. Тоже, наверное, многие из вас видели. Предупреждающий знак своего рода. Ну, сейчас, наверное, многие из вас скажут, что я уже заехал куда-то за город. Где-то на окраине. Нет, это не окраина города. То есть я ехал параллельно этой улице. И сейчас возвращаюсь также, тем же маршрутом. Вот двухэтажные дома. Такие современные. Вот яма на яме. В общем, городу есть куда еще стремиться. Есть во что деньги вкладывать. В ремонт дорог. Вот, посмотрите. Вот он, настоящий город. А здесь начинается туристический. Вот с асфальтом вместе. Здесь мы, по-моему, с вами гуляли, да. Здесь мы начали свой маршрут пеший.
старые деревянные постройки. Похоже на часовню или колокольню. В общем, вот такой он, город Мышкин. Своеобразный. А затем поверните налево на Лесную улицу. Приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь. Пишите, ребят, свои комментарии. Я с городом Мышкин прощаюсь и отправляюсь в город Калязин. Огромное спасибо, что путешествовали сегодня со мной. Скоро мы с вами увидимся в городе Калязин. А Калязин — это уже другая история. Все, ребят, спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Всем пока!